Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цены биткоина. Так, что мы видим? У нас прошел вот этот прорыв цены, да? Нам нужен прорыв и рывок, и потом пойдет отступление. Так. Здесь у нас касание 3 апреля, 10 там наверху ноября. И здесь. Ну, как я для начала предполагал, что будет прорыв, но в какие уровни мы здесь уйдем, было немного непонятно. И у нас получился пик, это 20 445. Здесь сейчас ожидаю какое-то небольшое накопление, и возможно даже будет какой-то такой боковик в районе 20 тысяч до отчета по инфляции. Могут выйти наверх на 20 990, то есть тоже такой момент есть, довольно сильный уровень. Так, здесь у нас 20 500 они остановились. Да, уровень на 20 985. Вот он. И там идет накопление. Накопление даже чуть выше, 21 тысяча ровно. Вот. Но основное я ожидаю, что будет возврат трендовое сначала вот этого накопления, как треугольника, да, нашего. То есть выход, набор хомяков, набор толпы и дальнейшая ликвидация их позиций, уход вниз. Но опять же нужно смотреть будет, как будут прорывать вот этот уровень 19 500. То есть это середина вот этого накопления получается. 19 600, 19 500, да, вот он этот уровень. Извиняюсь, недавно болел, и поэтому сейчас еще восстанавливаюсь, поэтому за кашель сразу прошу прощения. По-другому никак. Кому не нравится, можете выключить, перейти на другой канал. Так, здесь у нас накопление. Да, в общем, я предполагаю, что цена дальше пойдет в эту область. Давайте посмотрим по Fibonacci. Даже лучше здесь глянуть по Фибе из последних этих движений. Вот так. И из последних движений мы видим дальнейший вход цены в район 19 200. Здесь я буду уже прикрывать некоторые позиции, которые отсюда набирал, шортовые. И заход опять под эту трендовую даст четкое понимание, более четкое понимание, куда пойдет рынок. Если это произойдет в ближайшее время, то у нас уровень 19 500, это 61,8% по Fibonacci. Обратите, кстати, на это внимание. Видите, да, что вот она, Фиба. Я не просто так про этот уровень говорю. 19 600, 19 500. Это у нас золотое сечение получается. И цена, и цену нам показывают, что цена сюда придет, как раз в эту область. Облако Ишимоку начинает разворачиваться, если по этой стратегии идти, уменьшаться само по себе. Так, RSI-ка. Что у нас МАКДИ? По МАКДИ пока ничего положительного тоже. Первая волна, вторая, и она сейчас
Не, ну конечно могут сильно и вверх еще дать. Это прям... Но эти все движения основаны как на надежде. Это неоправданный рост, если пойдет наверх. Так, а куда у нас могут выкинуть цену? Кто подписан на Атланта, на график с искусственным интеллектом, да, на Атланта, тот видит все эти разметки и может ориентироваться по нашему графику. Здесь у нас важный уровень 20666, ой, 22 тысячи. Так, заседание ФОМС уже прошло. И важные уровни были 15 августа, точки 13 сентября. И могут здесь выйти в эту область. Это у нас 20 900, то, что я говорил, 990. Следующий день это у нас 20 850, ну и последующий день это 20 800. Вот в эту область еще цену могут сюда дать, но тогда погружение будет более глубоким. Лучше бы они сейчас наверх сильно не забирали ликвидность, выше не собирали, а отсюда просто ушли под трендовую, спустились ниже в район 16 тысяч, и уже отсюда пошел бы потом разворот, кстати. 261,8 это показывает 16400. Так. Ну и 19238, то есть по Фибоначчи. Я ожидаю, что здесь у нас пройдет какое-то накопление, и мои цели пока ближайшие это вот на 78% по Фибе и 61,8. Я вижу цену там. Так, и у нас скоро уже будет новолуние, полнолуние. Сейчас новолуние идет, и на этом новолунии опять какой-то флэт получился, да? У нас обычно, когда новолуние, идет хороший слив цены. Какой-никакой. И перед полнолунием. Вот что-то такое могут сейчас вот здесь выдать. То есть накопление и слив. Это накопление, и примерно цена подойдет к этой области, и потом могут сделать слив как раз в район 17 500, 17 600. 17 500, 17 16, даже нет, 17 500 в эту область и 15 827 и вот в эту область. А это у нас было высчитанная точка, куда цена должна прийти из вот этого движения. Кстати, обратите внимание, какой здесь хороший флаг собирается, да? Так, это у нас отсюда получается. Ну вот она, эта цель. Вот такой вот вариантик. Так, если это рассматривать ближе, то что мы видим? Сейчас давайте на часовик перейдем. Из последнего вот этого движения, да, из вот этого накопления по этой фибе видно. Я сейчас смотрел тоже. Вот, 61,8. Ну, это как раз пока я только видео снимал, да, и мы как раз вот в этом моменте сюда провалились. Хала разворачивается. Ну, по-хорошему, здесь должны дать хорошее движение какое-то уже вниз. Обратите внимание, на Matrix Strategy была в сильной зоне перекупленности и большое, очень много мест для движения вниз. Но опять же, что я говорил в прошлом видео, что первое накопление, потом сделать еще один выход
на второе накопление, именно в перекупленность, и потом уже сделать сильный сброс. Тогда он будет более такой массивный и более резкий. Так, фибу я убираю эту. По фибе видно, да, у нас куда цель вот на 78,6. Это 19 900, ну, в район 20 тысяч. Цену тянут сейчас сюда. Это вот из ближайшего, из вот этого именно накопления. А как раз у нас получается это нижняя грань расширяющегося вот этого клина. Так. Вчера цель тоже. Помните, вчера по графику я же показывал тоже, куда мы идем, да? И ставил точку отбоя последнюю. Кто на графике с Атлантом, тот видел на графике вот этот момент, то, что я выставлял уровень, где у нас цена должна отбиться, но у нас так и получилось, что цена поднялась сюда, пробили важные трендовые, и вот здесь вот момент был истины, да, 20400. Если вы пробились наверх и здесь бы закрепились, тогда все, можно было переворачиваться полностью, разворачиваться в лонги. Но, как видим, у нас произошел отбой, сбор стопов и уход под 20400, и здесь уже это накопление, здесь больше шорт. То есть я предполагаю, что продолжение движения будет все-таки вниз. Дальнейшее. Сейчас здесь посмотрим, как это все дело откупят, какой паттерн соберут. Пока ничего такого более, конкретного ничего не вижу. Есть расширяющийся клин на растущем, на небольшом растущем тренде. Вот здесь, да, пошел тренд растущий на 15 минутке. Но расширяющийся клин — это смена тренда обычно. Когда у нас основной медвежий идет вниз, тут локально сделали рост, и расширяющимся клином его сейчас могут спокойно вот отсюда такое движение сделать и полить вниз. Как раз у нас МС-ка в перекупленности, раз. Подходили еще 2 раза к перекупленности. И вот сейчас, плохо то, что вниз пустили, но хорошо то, что сейчас уже начали здесь откупать. И поэтому я предполагаю, что вот как раз к композитному индексу, да, здесь цену поднимут. Опять в район 20300, возможно 20400, вот этим уровнем. И по Matrix Strategy. И дальше опять это все дело к сливу. Подготавливает почву, в общем. Сейчас основная задача маркетмейкера — это загнать побольше людей вот здесь, в лонг позиции. Поэтому даже сейчас, наверное, 78 не дадут, 61,8 здесь установка. По-хорошему им бы сейчас вот так сюда выйти, да, опять же, 20400, потому что выше 2300 народ начинает набирать лонг позиции. Им сюда выйти, обратите внимание, да, плечо, голова, возможно, будет, и плечо подрисуют, небольшой выход наверх и провал вниз. Вот. Это просто предположение, да, что могут сделать. Я не говорю, что они именно так сделают, это просто что видно, что могут сделать. Ну, а также могут красивый шорт нарисовать. Давайте покажу его. Тоже, что я вижу именно. Опять же, выход сюда, ушли вниз, да, и пошло накопление. Раз, плечо, голова. Это если мы сейчас опять к нижней части сходим. И плечо. Когда будет формироваться здесь плечо, МС-ка вот здесь уйдет в перекупленность примерно в этой области. Ну и дальше все по накатанной. Уровень шеи, линия шеи.
возможно, сделают вынос стопов, как это было у нас в прошлом. Помните, тоже типа подобная ситуация была. Вынесли стопы, но туда у нас вынесли стопы, по-моему, даже выше чуть-чуть головы вынесли. Просто снесли и ушли вниз. Ретест и на погружение, на глобальное погружение. Вот что могут здесь такое, что могут отрисовать, что-то подобное. Это просто предположение. Я не говорю, что так цена пойдет. Кому интересно наше мнение, приходите к нам в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. И приходите к нам в закрытую группу по Атлант. Закрытая группа по Атланту, где мы с ребятами переписываемся, показываем свои сделки, тоже свои предположения, куда пойдет цена. Андрей там рвет, пока наверх шли. Молодец. Брал позиции. Ребята, кто новички, учитесь торговать. Берите небольшие позиции, открывайте, учитесь понимать, где рынок. Когда будете легко понимать, где находится рынок, тогда уже можно будет большие позиции какие-то открывать. Дальше, это чтобы к нам в закрытую группу попасть, понятно. Как сюда попасть, нажимаем BitAtlant, любое закрепленное сообщение, здесь написать мне, пишите мне сообщение, что хотите к нам вступить в группу. Я вам скидываю кошелек, подписываю, вношу в реестр. Подписка на месяц $53. На 3 месяца получается 145, там получается $140. Маленькая скидка. Вот. И приходите к нам на биржу BingX. Это лучшая офшорная биржа, у которой четкий ровный график идет и нету выносов позиции. То есть на Binance как часто происходит, еще раз, я не говорю, что это плохая биржа, но то, что они сейчас творят, и то, что они вообще творили со своими сделками, мне часто пишут люди, что встал в позицию, например, отсюда в шорт встал, поставил стоп вот в эту область. У Binance почему-то график сходил, выбил стоп и ушел вниз. То есть часто бывает так, что на Binance выбивают ваш стоп, и потом цена уходит в ту сторону, куда вы все рассчитали, что оно пойдет вниз, да? Они выбивают ваш стоп и уходят в ту сторону, куда вы рассчитали. Такое вот очень часто у них бывает. На бирже BingX я такого ни разу не наблюдал. У них идет цена, информация цены с 5 различных, от 5 информаторов, и плюс еще у каждого информатора отдельно по несколько бирж. То есть там на BingX цена максимально четко идет. Без квизов, без проскальзываний. Все хорошо показывают. Далее, как торговать из биржи BingX прямо из терминала TradingView. О, кстати, обратите внимание, только сейчас заметил. В зоне перекупленности Matrix Strategy на 4-часовом таймфрейме. В прошлый раз нам такое дали вот здесь. И потом был дикий слив. Если сейчас здесь повторится эта система, то мы как раз улетим очень хорошо вниз. Так, время, ребят, заканчивается потихонечку. В общем, что здесь есть? Прямо в терминале TradingView. Если хотите торговать из биржи, как я торгую через биржу BingX, то есть вы зашли, зарегистрировались по моей ссылочке, все, завели туда счет. Для начала заливайте небольшое количество, чтобы, если вы новичок, учитесь торговать мелкими позициями. Когда научитесь не терять, переходите на более крупные. По Атланту видно, куда нам лучше вставать, в лонг или в шорт. Плюс я подсказываю, плюс закрытую группу что-то подсказываю. И по видео вы видите эти моменты, куда мы идем. И дальше из терминала TradingView внизу, где торговая панель, нажимаем. И у нас здесь различные брокеры.
Если вы не видите BingX, нажимаете «Все брокеры» и подключаете. Ну или как здесь. Нажали «Подключить», ввели свой логин, пароль. Это максимально безопасно. Никто у вас там ничего не украдет. Все, ввели, подключились и прям хотите отсюда встать шорт, нажимаем вот эту красненькую шорт и